Знаменитые чеченские террористы, имена которых не сходили с новостных лент в 2000-х годах, в сознании общественности засели в основном благодаря громким терактам за пределами самой Чечни. Целая волна терактов по всей стране, в том числе взрывы смертников в московском метро, Нордост, Беслан, подрыв Невского экспресса, ассоциировались с Асланом Асхадовым, Шамилем Басаевым и Доку Умаровым. В начале нулевых страна еще была наслышана о полевом командире Хаттабе. Между тем, террористическая война, последние акты которой еще весьма свежи в памяти, была лишь следствием и продолжением кровавого конфликта, начавшегося в начале 90-х годов. Маховик этого конфликта был запущен даже не в 1994 году, с началом Первой Чеченской войны, а гораздо раньше. И у архитектора этой кровавой бури есть имя. Этого человека звали Джохар Дудаев. Человек, проживший по сути две разные жизни. Человек, по судьбе которого можно проследить характерный слом эпохи. Человек, который в прямом смысле и породил всех этих Масхадовых и Басаевых. Наконец, человек, ликвидация которого стала самым громким успехом российских спецслужб и одним из самых знаковых событий за всю историю Чеченской войны, и со дня которой уже минуло четверть века, что позволяет, в отличие от других аналогичных устранений лидеров-террористов, более-менее восстановить детали этой охоты, а заодно и проследить путь советского генерала, который решил резко изменить свою судьбу и судьбу целой страны. Для этого, как обычно, необходимо отмотать назад и начать с личности и биографии самого Дудаева. Джохар Дудаев родился в чеченском селе Ялхарой 15 февраля 1944 года в обычной сельской семье. Мальчик стал 13-м ребенком в большой семье. Точных данных о родителях Джохара нет, есть упоминание, что его отец, Муса, был ветеринаром. Так или иначе, вскоре после рождения Джохара семья Дудаевых попала под депортацию и была сослана в Казахстан. Именно там мальчик рос и пошел в школу. Карта с депортацией 1944 года активно разыгрывалась в Чечне в начале 90-х, мы до этого еще дойдем. Однако конкретно в жизни Дудаева, как покажет его дальнейшая биография, это негативно не отложилось. Куда более сильным ударом стала смерть отца, когда Джохару было только 6 лет. Пришлось рано повзрослеть и помогать матери управляться с хозяйством и огромной семьей, не забывая при этом и учиться. Впрочем, взросление в многодетных крестьянских семьях, рано оставшихся без отца, с ранним трудом и продолжением учебы – это типичная история советского послевоенного поколения. Это поколение все-таки выросло, не сгинуло, получило образование. Именно вот это поколение и покорило космос, регулярно побеждало в олимпиадах, освоила и создала в Сибири и на севере инфраструктуру того, что сейчас называется «Газпром» и «Роснефть», и создала много еще чего другого. И вот Дудаев был типичным представителем этого поколения, человек с классической советской биографией. Как бы тяжело не было, Джохар никогда не запускал учебу. В детстве, четко уяснив аксиому, которая сейчас-то звучит смешно в нашем обществе равных возможностей, а тогда работала и была известна каждому советскому ребенку. Будешь хорошо учиться, выбьешься в люди. Все очень просто. И Джохар учился хорошо. Уже в школе он стал примером для подражания среди сверстников. Был назначен старостой класса. После школы он в 60-м году поступает на физмат института. Однако через год Гагарин покоряет космос. Эти годы как раз и были временем, когда подростки действительно мечтали стать летчиками и космонавтами. И Джохар бросает после первого курса физмат и едет в Тамбов и поступает там в летное военное училище. Вот такой социальный лифт для пацана из чеченского села, у которого ни отца, ни нужной родни, ни денег нет вообще. А есть только желание учиться. В училище Джохар продолжает прилежно учиться и оканчивает его с красным дипломом. Ну а дальше перед молодым лейтенантом открыты все двери. Только служи так же, как и учился, и будешь расти. И Дудаев начал развивать свою успешную офицерскую карьеру. Уважаемый среди сослуживцев, всегда с положительными характеристиками у начальства. Он женился на дочери старшего сослуживца, в семье родилось 3 детей.
Сослуживцами, друзьями Джохар вместе с семьями ходили друг к другу в гости. Все как обычно. Выпивали, закусывали свиным салом. Обычные советские люди. Ни о какой религиозности Дудаева тогда речи не шло. Джохар был действительно советским человеком, которого взрастило советское общество. В 1968 году молодой офицер Дудаев вступает в КПСС. Годы шли. В 1987 году уже полковник Дудаев получает назначение в Эстонию, в город Тарту, где назначен командиром стратегической 326-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии. Комдив продолжает лично выполнять полеты, пользуется беспрекословным уважением подчиненных и доверием у начальства. В 1988 и 1989 годах бомбардировщики Ту-22 Дудаевской дивизии приняли активное участие в завершающей стадии афганской войны. Дудаев прибывает в Афганистан, где руководит и координирует действия своей авиагруппы. Здесь же он знакомится с Павлом Грачевым, будущим министром обороны России. Кроме того, Дудаев даже сделал лично 3 боевых вылета на бомбардировку объектов Исламского комитета мятежников, за что был награжден орденом Боевого Красного Знамени. И вот в 1989 году в возрасте 45 лет советский боевой офицер, коммунист, человек с безукоризненной репутацией Джохар Дудаев заслуженно представлен к званию генерал-майора. Неизвестно, о чем думал и мечтал советский человек Джохар Дудаев, когда получал генеральские погоны. Однако именно 1989 год стал для него годом, когда его посетили мысли, изменившие очень скоро впоследствии всю его жизнь. Однако этот год стал переломным не только для Дудаева, но и для всей страны. Для понимания исторического контекста, в котором жило советское общество в 1989 году, оставим Дудаева ненадолго на пике его карьеры и обратимся к ситуации в стране. А ситуация эта менялась стремительно, буквально по месяцам. Когда мы вспоминали о Приднестровской войне, то на таком ярком примере увидели, как начавшаяся перестройка и лозунги гласности привели к неподконтрольному усилению на этой волне националистических организаций и настроений, которые внезапно в кавычках, конечно, умело оседлали местные коммунистические руководители, которые использовали идеологию национализма для выхода из СССР и оформления режима своей власти на территории уже независимых республик, под ширмой и лозунгами, конечно же, демократии. Эта схема распада была аналогична практически во всех республиках. Везде создавались народные фронты. И везде, где создавались народные фронты, впоследствии будут погибать люди. Однако такие веяния коснулись не только советских республик. Они не могли обойти стороной некоторые автономные национальные республики внутри советских республик. И не обошли ни стороной Чечено-Ингушскую автономную республику в составе РСФСР. В республике в конце 80-х годов была создана организация с говорящим названием Народный фронт содействия перестройке. Затем уже просто Народный фронт. Ну а затем в 90-м году создана Вайнахская демократическая партия, главой которой стал Зелимхан Яндарбиев, бывший советский коммунист и литератор. За пару-тройку лет лозунги от содействия перестройки перешли уже к призывам выйти из состава СССР и РСФСР, полной независимости, изгнанию из руководящих постов всех нечеченцев. Первым секретарем КПСС Чечено-Ингушской республики к тому времени был Доку Завгаев, партиец со стажем, занимавший руководящие должности в республике еще с 70-х годов. Видя на фактическое расползание страны, на парад суверенитетов и выдвижение к власти в суверенных республиках местных коммунистических лидеров, Завгаев решил действовать по тренду и тоже оседлать националистическое движение в Чечне и на его волне стать независимым местным феодалом. Все ж вокруг так делают, чем он хуже. Поэтому летом 90-го года в Чечне был создан первый общенациональный конгресс чеченского народа, на котором было решено провозгласить суверенитет республики, национализацию, а также запрет занимать государственные должности лицам нечеченского происхождения. Вот такое замечательное демократичное содействие перестройке. Но конгресс 90-го года примечателен другим фактом. На него впервые пригласили генерала Джохара Дудаева.
Дудаев тогда был чуть ли не самым известным чеченцем, единственный чеченец, ставший генералом советской армии, пользовался значительным авторитетом земляков. Дудаева избрали председателем исполкома Конгресса, однако генерал уже несколько десятилетий не проживал на территории республики, и предполагалось, что за ширмой в виде уважаемого Дудаева реальной властью в республике будет продолжать рулить Доку Завгаев. Дудаев действительно вскоре опять вернулся в Эстонию, к месту службы. Однако он определенно сделал выводы из того, что увидел на своей родине. В Чечне власть буквально валяется под ногами. Ни идеолог сепаратизма Яндарбиев, ни партийный руководитель Чечни Завгаев не имели такой поддержки и такого веса, как он, заслуженный генерал, очень популярный среди населения республики. Однако оставался еще вопрос, как на решение о суверенитете Чечни отреагируют Горбачев и Ельцин. Речь, напомню, лишь о 90-м годе. Горбачев как бы еще президент СССР, а Ельцин как бы глава РСФСР, в состав которой входила Чечено-Ингушская республика. Однако Ельцин тогда вовсю отжимал политическую власть у Горбачева, поддерживая политику так называемого парада суверенитетов, чтобы выбить почву из-под ног у Горбачева и фактически сделать того королем без королевства. В конечном итоге это ему удастся. О таких мелочах, как развал страны и последствия в виде возможных гражданских войн, никто тогда не думал. 27 ноября 90-го года Доку Завгаев издает постановление о суверенитете Чечено-Ингушской республики. Ельцин тут же его признает и вносит соответствующие изменения в Конституцию РСФСР. То, что это не согласовывалось со статьей 85 Конституции СССР, никого не волновало. Всем было понятно, что гибель Советского Союза – это вопрос времени. После ноября 90-го года у Дудаева не осталось сомнений в реальности захвата власти в республике, за которой ему ничего не будет. Сюда надо также приплюсовать параллельную ситуацию советской армии и мире. С 1989 года рушится советский блок в Восточной Европе. Советская армия начинает покидать европейские страны. Соответственно, вооруженные силы в 90-м году подпадают под первую волну сокращений. Для такого умного и дальновидного человека, как Дудаев, не было загадкой, что произойдет буквально через год. Развал и страны, и вооруженных сил, которым он отдал всю свою жизнь. Дудаев нес службу в Эстонии, которая первая из советских республик объявила о своем суверенитете. Так что иллюзия о возможном сохранении советского государства он к тому времени уже явно не испытывал. По всему Союзу к концу 90-го года уже прошли этнические столкновения и погромы. Уже тлел конфликт в Карабахе, уже объявил о суверенитете Приднестровья. Дудаев уяснил, что наступил период распада, когда винтовка правит всем, и не собирался сидеть и ждать, когда слом общественно-экономической формации выбросит его, подобно миллионам других советских людей, за борт. Так буквально за 2 года произошла трансформация того советского Дудаева в того Дудаева, которым его и запомнят. В мае 1991 года генерал Дудаев увольняется из советской армии и возвращается в Чечню, а уже в июне проходит второй съезд Конгресса чеченского народа, где Дудаев партийное местное руководство объявляет нелегитимным, с типичным набором обвинений в советской партийной коррупции. «Только когда ненавистные коммунисты уйдут», – вещал вчерашний коммунист Дудаев, – «только тогда чеченский народ и заживет». Для начала 90-х годов такая риторика гарантированно отдавала широкую поддержку населения в любой точке бывшего СССР. И уж Чечня, где умело депортацию 1944 года раскручивали как катализатор национализма, этому быстро поддалась. Дудаев начинает создавать отряды вооруженной национальной гвардии из числа своих сторонников. Винтовка правит всем. Доку Завгаев формально оставался главой республики, однако фактически власть сосредоточилась в руках Дудаева и подконтрольного ему исполкома Чеченского конгресса. После провала ГКЧП в августе 91-го можно было действовать уже безо всякой оглядки. И 6 сентября 1991 года Дудаев объявляет о распуске всех республиканских органов власти. В этот же день отряды Дудаевской нацгвардии захватили здание телецентра, дом радио и здание Верховного Совета Республики. Председателя Грозненского горсовета Виталия Куценко выбросили из окна здания. Он погиб. Еще более 40 депутатов избили и вышвырнули из здания.
до Кузовгаев смылся из республики в Москву. Формально СССР еще даже не успел умереть. Горбачев еще президентом даже числился. А к власти в Чечне в результате вооруженного переворота уже пришел Джохар Дудаев. 27 октября 1991 в Чечне проходят свободные выборы, на которых с подавляющим преимуществом побеждает Дудаев. 1 ноября он объявляет о полной независимости республики. В ответ на это Ельцин ввел в регионе режим чрезвычайного положения, однако это была абсолютно формальная мера и фактически ничего не произошло. У Ельцина впереди была Беловежская пуща и куча собственных забот. Ну и к тому же с Дудаевым не только продолжали вести переговоры, но и делали совместный бизнес. Формально-то в глазах российского правительства Чечня оставалась субъектом Российской Федерации. В Чечню до 1993 года продолжали начисляться пенсии, например, которые уходили не пенсионерам, а в карманы Дудаеву и клану его сторонников, пришедших к власти, местных олигархов-бандитов. С Дудаевым вначале Егор Гайдар, а затем и Виктор Черномырдин, главы российского правительства, наладили бизнес по переработке нефтепродуктов. На Чечню выделялись экспортные квоты по нефти. В общем, шел нормальный деловой процесс с рыночными отношениями. Возможно, всем этим пытались умаслить Дудаева, показать, что его готовы признать, если он станет просто лояльным Кремлю. Однако Дудаев, оседлав волну национализма и радикализма, включить задний ход не имел ни возможности, ни, скорее всего, желания. Джин национализма в республике был выпущен слишком далеко. Поэтому Дудаев продолжает радикализацию своей политики. Он активно устанавливает контакты с ближневосточными монархиями в поисках поддержки и финансирования. Его принимают в Саудовской Аравии. Он в 1992 году демонстративно посещает Мекку. Да, вчерашний коммунист стал правоверным мусульманином, открестившись от участия в афганской войне, где он бомбил своих братьев-мусульман, при этом распространяя красивый миф о том, что он-то таким был всегда, всю жизнь притворялся, ждал шанса восстать против русских и коммунистов. И да, ненависть к коммунистам плавно перешла к ненависти к местным русским. В том, что по всей Чечне закрываются предприятия, зарплаты и пенсии не то что не растут в условиях экономического кризиса, а просто не выплачиваются. В том, что по всей республике разыгрался разгул беззакония и бандитизма. В том, что доходы от построенных ненавистными коммунистами нефтеперегонных предприятий теперь принадлежат не народу, а кучке местным феодалам, сгруппировавшихся вокруг вождя. Виноваты, конечно же, русские. Из попустительства Дудаева начинаются этнические чистки русского населения. 24% населения Чечни в 90-м году были русские. Через 10 лет русских в Чечне почти не останется. За это время более 200 тысяч русских будут изгнаны из республики с лишением всего своего имущества. 21 тысяча русских, согласно сведениям Министерства по делам национальностей, будет убита. Это без учета погибших в период военных действий. 21 тысяча русских с 92 по 99 год будет убита за то, что они русские. Безнаказанно. До сих пор. На территории Российской Федерации. Вы об этом слышали когда-нибудь? Режим Дудаева имел все признаки полуфашистских режимов типа Пиночета или Саддама Хусейна. И неудивительно, что в Чечне у него очень быстро появились противники. В 1993 году, пока Ельцин был занят расстрелом Белого дома, незаметным событием стала маленькая гражданская война, которая разыгралась в Чечне после разгона Дудаевым своего парламента, когда в Грозном погибло свыше 50 человек. У Дудаева образовалась оппозиция, вооруженная оппозиция. И вот, решивший к тому времени все свои проблемы, Ельцин наконец увидел в этом шанс разрулить кризис с Дудаевым, заменив его кем-нибудь из лояльных чеченских оппозиционеров. На дворе был уже 1994 год. Дудаев уже 3 года правил де-факто независимой Чечней, успев организовать и вооружить собственные вооруженные силы, в том числе и на деньги от совместного бизнеса с российскими чиновниками и олигархами. Ну и вся техника, которую Дудаев демонстрировал на парадах, была передана ему официально Российским Министерством обороны в ходе очередных переговоров.
Так или иначе, в 1994 году Ельцин впервые поставил спецслужбам задачу по свержению Дудаева силами чеченской оппозиции. Вот мы наконец подошли к моменту, когда за Дудаева впервые взялись российские спецслужбы. Точнее, то, что от них осталось. Могучий КГБ был одним из символов мощи советского государства. Поэтому в 1991 году с падением памятника Дзержинскому на Лубянке рухнула и главная спецслужба страны. КГБ распилили на 3 различные структуры. После ГКЧП провели мощную чистку, уволив всех нелояльных, были выброшены за борт и многие опытные кадры, люди, которых лишили дела всей жизни. Кто-то, более предприимчивые, ушли сами, поняв, что в госбезопасности ловить больше нечего. На руинах КГБ в России была создана Федеральная служба контрразведки, ФСК, которая по своим возможностям и наличию квалифицированных кадров была, конечно, блеклой тенью КГБ. В начале 1994 года ФСК возглавил Сергей Степашин. Человек, который до этого в органах госбезопасности не служил, а преподавал историю КПСС в Высшем политическом училище МВД. А в 1991 году участвовал в расследовании деятельности КГБ в ходе ГКЧП, помогая таким образом чистить КГБ от ненадежных. И как говорят, сам я не видел, в Ельцин-центре висят портреты тех, кого Ельцин рассматривал в качестве своих преемников. И вот в этой достойной компании висят Борис Федоров, Владимир Путин, Борис Немцов и Сергей Степашин. Вот такой человек возглавил главную спецслужбу страны. И его ведомству поставили задачу провернуть силами чеченской оппозиции операцию по захвату власти в Чечне. Для этого кому-то из команды профессионалов-менеджеров Степашина пришла в голову светлая мысль не тратить время на обучение танкистов из числа чеченских оппозиционеров, а нанять для этого действующих военнослужащих российской армии, заключив с ними контракты на проведение спецоперации, при этом не посвящая никого в детали. Наспех обученные вооруженные ФСК отряды чеченской оппозиции с танками, экипажи которых составляли действующие российские танкисты, 26 ноября 1994 года вошли в Грозный. Однако дудаевцы быстро среагировали и завязали с оппозиционерами серьезные бои, после чего командиры оппозиционеров просто увели свои отряды, бросив российских танкистов, которые были захвачены в плен и показаны по телевидению. Первый блин Сергея Степашина вышел комом. После ввода в декабре 1994 года в Чечню российской армии и начала войны, вплоть до новогоднего штурма еще витали настроения и надежды, что чеченский кризис разрешится быстро. Сейчас Дудаева выведут из президентского дворца, как вывели из Белого дома Рудского и Хасбулатова. И он просто сойдет с политической сцены и, может быть, даже еще пригодится для дальнейшего сотрудничества. В российском руководстве явно недооценивали фигуру и личность Джохара Дудаева. И даже после кровавого взятия Грозного политической отмашки на уничтожение Дудаева не последовало. Война тем временем затянулась. Наступило лето 95-го, которое знаменовалось наступлением новой эпохи – эпохи террора. Произошел захват свыше 1000 заложников в Будённовске отрядом Шамиля Басаева. Война вышла за пределы Чечни, и целями чеченских боевиков теперь стало мирное население. Шамиль Басаев за этот теракт был Дудаевым официально награжден и представлен к званию бригадного генерала. В январе 1996 года такой же теракт провернул Салман Радуев, дальний родственник Дудаева. Режим Дудаева все больше скатывался от лозунгов борьбы за свободу чеченского народа к банальному терроризму под знаменами джихада и построения исламского государства. Чечню наводняли арабские террористы. В том числе в 1995 году сюда приехал и знаменитый Хаттаб, звезда которого тоже взойдет при живом еще Дудаеве. Затянувшаяся и крайне непопулярная война в Чечне приносила все больше гробов и понижала рейтинги Ельцина. А в новом 1996 году предстояли президентские выборы. Поэтому Ельцин настойчиво искал мирного урегулирования и политических переговоров с Дудаевым. Именно для этого почти 1,5 года войны Дудаев имел иммунитет от российских спецслужб. В апреле 1996 года, в разгар мирного процесса, во время очередного перемирия, тот самый прибывший на джихад в Чечню Хаттаб разгромил российскую колонну у села Ярышмарды. После этого у Ельцина оставался последний шанс поднять рейтинги.
Нужен был, если не долгожданный быстрый мир, то хотя бы громкий успех. И лишь тогда, исключительно по политическим сиюминутным причинам, была дана прямая отмашка на скорейшее уничтожение Дудаева. После терактов в Будённовске Степашин был наконец-то снят со своего поста. ФСК переименовали ФСБ, и хотя ответственность за операцию по ликвидации Дудаева возложили именно на ФСБ, спецслужба тогда явно не имела возможности эту задачу выполнить. Тогда к делу подключилось Главное разведывательное управление Генштаба – военная разведка. ГРУ не так было афишировано, как ФСБ, и в 90-х годах, в отличие от ФСБ, сумела сохранить кадровый костяк и свой потенциал. В советское время ГРУ была одной из сильнейших, если не самой сильнейшей военной разведкой на планете. Именно лично состав ГРУ взял на себя в основном ликвидацию Дудаева. Дело это до сих пор официально засекречено. Мы можем судить о нем по пояснениям бывших двух офицеров ГРУ, полковников запаса Владимира Яковлева и Юрия Аксенова, которые принимали участие в этой операции. Все байки о том, что Дудаев был неуловимым и неубиваемым, чудом выжил при 3 покушениях, что снайпер в последний момент прострелил ему шапку, к нему трижды внедряли агентов, и все 3 были раскрыты и убиты. Это рассказы для домохозяек и любителей документалок по РЕН-ТВ. До апреля 1996 года за Дудаевым фактически целенаправленной охоты не велось. Никаких агентов за столь короткий период времени не успели бы внедрить, да так и не работают спецслужбы. Информаторов они не внедряют, а гораздо чаще покупают и вербуют из ближайшего окружения своей цели. Поэтому ГРУ нашли человека из окружения Дудаева, который за деньги согласился предоставлять информацию о перемещениях и местонахождении Дудаева. Причем торг начался с суммы в $2 миллиона. В итоге сошлись на $1 миллионе. По признанию офицеров ГРУ, деньги на подкуп выделил из частных фондов кто-то из олигархов, поддерживающих предвыборную кампанию Ельцина, в расчете на поднятие его рейтинга после новости о ликвидации Дудаева. Подкуп людей в стане врага – стандартная процедура всех спецслужб, какой бы неэтичной вам она ни казалась. Вот израильская спецслужба Моссад в борьбе с палестинскими террористами, теми самыми, которые захватили израильских заложников на Мюнхенской Олимпиаде, активно покупали или путем шантажа заставляли сотрудничать многих членов Организации освобождения Палестины, что позволило множество терактов предотвратить. Информатор указал, что Дудаев трижды бывал в одном и том же месте у села Гехичу. Установив его предполагаемый маршрут, спецназ ГРУ скрытно установил на пути возможного следования машины Дудаева мощный фугас, ожидая, что он проедет этой дорогой в ближайшее время и в 4-й раз. Однако Дудаев здесь не появлялся. Поэтому был выбран второй план, который параллельно разрабатывался в это время. План по нахождению и уничтожению Дудаева в ходе его разговора по спутниковому телефону. Было известно, что Дудаев часто связывался с окружающим миром со своего спутникового телефона. Одним из его регулярных абонентов был тогдашний депутат Госдумы Константин Боровой. Дудаев по телефону звонит депутату Госдумы. Это как если бы Адольф Гитлер в 45-м из своего бункера набирает Михаила Калинина. Не удивляйтесь, просто погуглите биографию Борового, и ваше удивление пройдет. Боровой – это гражданин, у которого теракты 11 сентября спланировала ФСБ. Оккупация Крыма – это чудовищное преступление, за которое надо платить и каяться, а Россия – это сосредоточение мирового зла и империализма. И ему так стыдно, что он жил в этой стране, что он из этой страны, как говорят, в 2014 году свалил. И сейчас вроде как живет в Лос-Анджелесе. Для Борового Дудаев был борцом против российской агрессии. Однако чего не знал Боровой, что, возможно, именно он случайно помог ГРУ установить абонентский номер телефона Дудаева. И теперь дело лежало лишь в технической плоскости. Запеленговать сигналы у телефона в момент очередного сеанса, обнаружить и уничтожить. И у ГРУ были для этого все радиотехнические средства. В 1993 году, за пару лет до этого, таким же образом колумбийские спецслужбы по сигналу спутникового телефона засекли местонахождение наркобарона Пабло Эскобара. А ГРУ даже тогда все-таки был посильнее и пооснащеннее, чем колумбийские спецслужбы.
Для обнаружения сигнала был привлечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который постоянно кружил над территорией Чечни. Он несколько раз сумел засечь сигнал Дудаева, но каждый раз Дудаев для связи выезжал куда-нибудь в отдаленный район, разговаривал, а потом сразу же уезжал. Поэтому после обнаружения быстро направить к нему группу спецназа, например, как это сделали колумбийцы с Эскобаром, не получилось бы. Тогда для его уничтожения было решено нанести удар с бомбардировщика противорадиолокационной ракетой Х-27ПС. Ракета создана еще советским ВПК в 80-м году для уничтожения РЛС вероятного противника. Наводилась по излучаемому сигналу спутниковой антенны. Но и здесь возникли трудности. Дудаева в очередной раз засекли. Однако ракета могла поразить его лишь в тот момент, пока антенна излучала сигнал. Дудаев же говорил обычно не более 5 минут, а бомбардировщики Су-24, даже находясь в режиме повышенной готовности, с учетом взлета с аэродрома Моздок, тратили время примерно 8-10 минут. Тогда и самолет радиообнаружения, и пары Су-24 дежурили в воздухе постоянно, сменяя друг друга. Это позволило сэкономить время и быть готовым нанести удар по Дудаеву буквально в течение 5 минут после его обнаружения. Наконец, все это принесло плоды 21 апреля 1996 года, когда Дудаев в очередной раз приехал на пустырь, вышел из своей Нивы и, положив на капот телефон, набрал своему другу Константину Боровому. В эту самую минуту самолет А-50 засек сигнал, передав координаты бомбардировщику, висящему в воздухе. Дальность пуска ракеты Х-27ПС до 30 километров, поэтому весьма вероятно Дудаев не успел ни увидеть, ни услышать самолет. Су-24 выпустил ракету 90 килограмм взрывчатки, которой не оставили шанса ни Дудаеву, ни его Ниве. Бывший советский генерал, летчик-бомбардировщик, погиб от советской ракеты, пущенной таким же наверняка еще советским летчиком, который находился в советском бомбардировщике. Может, ликвидация Дудаева и помогла Ельцину поднять рейтинг, однако этот успех стал единственным в Первой Чеченской войне. ГРУ сделала свою работу, пополнив свою историю действительно блестящей операцией. И нет никаких сомнений, что ГРУ смогла бы выполнить эту работу и ранее, если бы была на то политическая воля. Однако ни политических, ни военных положительных результатов смерть Дудаева в апреле 1996 года принести уже не могла. Его верный соратник Зельмхан Эндарбиев сменит Дудаева. Его начальник штаба Аслан Масхадов вскоре разработает план операции по захвату Грозного с говорящим названием «Джихад». Полевые командиры, возвращенные Дудаевым, Басаев, Хаттаб, Радуев, будут нейтрализованы уже в 21 веке. Генерал Дудаев был воплощением успешного социального движения советского человека. Президент Дудаев стал слепком эпохи перестройки общественно-экономической формации, поступью хаоса, прошедшей по разорванной стране, и предоставляющей каждому советскому человеку выбор – смириться или возглавить это движение и переродиться в чудовище. Дудаев выбрал второе и породил то, что не погасло окончательно даже через четверть века после его гибели, как бы намекая на его знаменитое зловещее пророчество. А сколько эта война будет длиться? Если и найдет какое-то временное притушение, то эта война заряжена лет на 50. Она сейчас будет перерастать. Масштабы ее будут расширяться, тлеть она будет долго, очаги тления будут развиваться все дальше, шире, шире, шире и больше. Значит, наверное, до тех пор, пока Россия как государство перестанет существовать.